В один из тех мирных, залитых мягким солнечным светом летних дней, когда город кажется особенно безмятежным и теплым, жил себе избалованный домашний кот по имени Маркиз. Имя он получил не случайно. Бархатистый, пухлый и невероятно ленивый, он привык к жизни, полной заботы, вниманию и комфорта. Каждый его день начинался с пробуждения в уютной мягкой кровати, когда солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь занавески, аккуратно разбудили его сонное тело. Затем следовало утреннее слово «доброе» от его людей, легкое мурмяу с их стороны, ласковые руки, нежно поглаживающие шерсть, и миска свежего корма, наполненного лучшими деликатесами. Жизнь маркиза не вызывала ни тени сомнения. Он знал, что ему не нужно беспокоиться ни о чем. Ни о пище, ни о воде, ни об опасностях внешнего мира. Он вовсе не задумывался о том, что свет за окном может таить в себе странности, шумы и загадочные запахи. Он вовсе не думал о том, что за пределами балкона начинается целая вселенная, полная неизвестности и тайн. В тот же день, когда маркиз впервые столкнулся с этим миром, он просто отдыхал на балконе. Глаза полудремали, перед глазами мелькали теплые солнечные поляны, в которых он, казалось, скользит поверх облаков. В воздухе плавали сладковатые ароматы распустившихся цветов, и неподалеку кто-то резвился. Щебетали птицы и летели бабочки. Казалось, они присутствуют лишь для того, чтобы служить идеальным декором для его безмятежного сна. Но в один миг все изменилось. Сзади раздался резкий, грохочущий звук. Кто-то двинул тяжелую металлическую дверь, и она с гулом отвалилась от петель, врезавшись в стену. Приглушенный, но оглушающий шум, сопровождаемый грохотом и скрежетом, прорезал тишину. Маркиз подскочил, и из-под его лап перебежала тараканья тень, столь привычная и невинная ранее. Казалось, именно этот звук и движение заставили его преодолеть сладостную дрему. И прежде чем он успел сообразить, что происходит, он уже толкнулся лапами от покрытого ковром балкона, ударился об перила и совершил прыжок. Сильный, короткий, но достаточно мощный, чтобы преодолеть границу между уютом и неизвестностью. На миг в воздухе мир застыл, и перед глазами все замелькало. Горизонт, сливавшийся с небом, дорога под ушами, и самый настоящий, ой, не было безопасной мягкой подушки, лишь твердая земля. Приземление не было мягким. Пыль поднялась клубком. Лапы ощутили непривычный ожог от горячего асфальта. Первые эмоции — растерянность и страх. Он отшатнулся, но страх, вместо того, чтобы исчезнуть, лишь усилился. Где он? Как вернуться туда, где было тепло? Где люди, которые всегда рядом и не позволяли ему волноваться? Он был один, совершенно один, в пространстве, которое внезапно стало безграничным, вездеходным и неудобным. Обратно уже нельзя было. Балкон исчез из вида. Сначала маркиз двигался как в забвении. Медленные шаги по тротуару, прямая дорога вдоль домов с закрытыми окнами. Иногда он поднимал голову и мяукал, тихо, словно шепотом, затем все громче, пока не переступал порог звуковой неуверенности. Но никто не останавливался. Люди проходили мимо, не замечали маленького серого котенка среди машин и мусора. Тень его походки, смешиваясь с отблесками стекол витрин, казалась призрачной. Дни потекли, как река, неотвратимые и холодные. Маркиз искал воду. Она пряталась в неглубоких колесах, в лужах на обочинах, но запахи машин и бензина делали ее менее приветливой. Он вытягивал язык в поисках капли влаги. Еда? О, это было редкостью. Где-то подвалил кто-то со сладким запахом курицы, уронил пару сухариков. Но что едят коты?
Эти маленькие современные рулеты были по вкусу человеческой фантазии, но не его привычки. Он искал покой, укромные места, под машинами, в темных уголках парков, в тенях подъездов. Его шерсть, некогда шелковистая и чистая, теперь была спутанной, с колтунами и пылью. Когда он ел, лапы его дрожали, а осанка скрючивалась в неуверенности. Где-то вдалеке он слышал лай одной собаки. Ее хозяин заорал: «Убери кота!» И собака рванулась вперед. Тут уж маркиз даже не пытался защищаться. Он бежал на всех парах, упал на лестничной клетке и снова почувствовал страх. Он больше не мог дышать. Только хрип, только вонь металла, только шум шагов. Он бы закрыл глаза и ждала, что это все плохой сон. Но фантазии котам не свойственно. Они живут реальностью. Прошло недели, лиц не стало больше, но люди остались холодны. Он ютилась в подъездах, перебирал пакеты, искал остатки еды, но все это лишь готовило его к более темному, холодному путешествию. Там, в дикой части его страдания, он больше не говорил. Он молчал. Мех потускнел, глаза углубились, бедро было поцарапано. Он лежал в подземных переходах, среди зловония выхлопов, и молил о последнем куполе дома, о мягкости одеяла, о солнечном тепле за стеклом. И вот в один затянувшийся серый день, когда надежда казалась утраченной навсегда, на арене жизни появилась она, добрая женщина, живущая в доме с небольшим, но уютным двором. Она вышла на огороженный участок, собираясь полить цветы. В тот же момент маркиз поднял голову. Слабое мяу, больше похожее на хрипы, и его хищный взгляд, полный усталости, скулил сквозь прутья забора. Женщина опустилась на колени. Сначала она увидела не кота, а нечто смутное, тонкое, покрытое грязью существо, робкое и голодное. Но когда он поднял глаза, полные боли, она поняла. Она ко всему причастилась. Она вынула из кармана пакетик сухого корма и осторожно протянула его. Маркиз с опаской приблизился и начал есть. Уровня доверия не требовалось. Он схватил еду и растворился в тишине, позволив женщине мягко приласкать себя. Корея и миска стали началом новой истории. Истории спасения. Женщина отвела его в свой дом, где включила воду, смешанную с каплями глюкозы, и накормила порцией едва теплого пареного куриного фарша. Затем аккуратно промыла его лапы и тело, убрала самый крупный мусор. Казалось, с каждым пакетом мусора уходила и часть боли кота. На следующий день она записала его на прием к ветеринару. В клинике УЗИ, уколы, капельницы, успокоительное для нервов и чистка ушей. Маленькие уколы спасали его жизнь от обезвоживания и глистов. Когда он проснулся, живот еще ныл, но уже с теплотой. Шрамы остались в памяти, но физически он был жив. Женщина поставила для него кроватку, мягкую корзинку с пледом. И он лег у ног, закрыв глаза, как ребенок. Дни шли. 5, 6, 7, неважно. Он ел, пил, играл с игрушечной мышкой, проголодавшись, если видел ее в углу комнаты. Постепенно он доверил ей себя. Жизнь снова стала наполнена ритмами: кормежка, ласка, игра, сон. Ночи стали мягкими. Однако страх не уходил. Он зарылся носом в плед после снов, в которых бегал от собак, отстраненных людей, незнакомых улиц. Женщина замечала это, открывала занавеску, позволяла свету проникнуть в комнату, пела песенку, просто наигранный вой, полный голос, где мяу-мяу повторялось в рифму. Она говорила с ним, гладя за ушком, покупала лакомство. Она ставила мягкий контейнер на балконе с травой для котов, чтобы он мог понежиться на тепле.
Однажды, листая социальные сети, она наткнулась на объявление о потерянном коте. Фотография точно совпала с маркизом. Пушистый серый кот с белым пятном на груди, у него присутствовал тот же мягкий, задумчивый взгляд. Объявление гласило: «Помогите найти нашего любимца Маркиза, последний раз видели на балконе, откликаться по номеру». Женщина залилась слезами. Но это были не слезы жалости, это были слезы радости. Надежда взлетела. Она сразу же написала владельцу: «Я думаю, это он. Я могу встретиться». Вскоре они договорились увидеться на нейтральной территории, в парке. Время растянулось, ходили дни, наполненные ожиданием. Ветеринар проверил чип, совпадение. Женщина устроила встречу в парке. Кот переминался в ее руках, больше не был пассивным, больше не был сломанным. И вот вечером хозяева, семья, в глазах вся жизнь, вся потеря и любовь шли навстречу. Когда маркиз увидел хозяина, все внутри него прыгнуло. Глаза его широко расширились, зрачки втянулись от восторга. И он с силой забил кошачий гимн. Мяу. Громко, отчетливо, радостно. Когда человек подхватил его, маркиз подул реками своей радости. Мордочка в морде, лапы в объятиях, сердце в теплых ладонях. Он урчал, он мурлыкал, он прикладывался щечкой к щеке. Он узнал и был узнан. Женщина смотрела на это с легкой радостью и печалью одновременно. Она знала, что делает самое правильное. Но отпускать было тяжело. Она улыбнулась так же, как маркиз улыбался людям. И ее сердце смеялось, потому что она подарила коту жизнь, и сейчас он возвращается домой. Семья привела маркиза домой. Они обняли его, провели целый вечер, совместное тепло, радость в каждом движении. Женщина осталась в уголке, пока хозяева благодарили ее, вручая коробочку с подарками. Игрушкой, комфортной подушкой. Обмен эмоциями коснулся всех. Сейчас маркиз лежал у камина дома своих людей. Дома, куда он родился, но которого боялся. Теперь же он видел другие стены, те же, но полные любви. Он чувствовал тепло пледа, запах своих любимых подушек, слышал свой дом, мягкий, спокойный, непринужденный. Жизнь вернулась. И только в его глазах осталась слегка грусть, память о том, как это было. Быть заблудшим, быть одиноким, быть страшным и потерянным. Но теперь, с чувством спасения, с чувством возвращения он знал. Он уже независим от черствости мира. Он научился ценить мягкие руки, добрые сердца и тесные объятия. До свидания, дорогие зрители. Если это видео тронуло ваше сердце, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить истории о спасении и чудесном возвращении.